Здравствуйте! Сегодня я покажу вам подборку мистических видео, которые вас удивят. Давайте начнем. Иногда хочется просто отдохнуть после тяжелого рабочего дня, сидя на диване и посмотреть телевизор. Но автора этого видео так сделать не вышло. Это видео было опубликовано в феврале 2018 года и снято в Канаде. Сам автор пишет: «Я смотрел телевизор, но вдруг начал слышать непонятные шумы сбоку от себя. На всякий случай включил камеру на телефоне, думая, что в дом пробралась чья-то кошка или другое мелкое животное. Но я увидел это». Потом мужчина добавляет, что в его доме происходит что-то странное. В процессе записи он говорит, что слышал какой-то непонятный стук в доме. На самой записи стул сам по себе проехался вперед, а потом неожиданно остановился. После этого урна на кухне резко опрокинулась и отлетела вправо. Комментаторы этого видео советуют автору как можно скорее съехать оттуда. Это видео вызвало просто море вопросов у испаноязычного сегмента Ютуба. С этим существом вы точно не захотите встретиться ни при каких обстоятельствах. Эта фигура слишком худая, почти что скелет, и очень высокая. Плюс слишком длинные руки и ноги выгнуты в коленках в обратную сторону. Это существо идет по дороге, пока его снимают, но вдруг в какой-то момент оно понимает, что за ним наблюдают. Оно резко разворачивается. Автор от страха опускает руки и камеру. Затем, когда снова поднимает через 2 секунды, это существо уже исчезло. Что вообще произошло на этом ролике, сказать сложно. Одни люди верят, что это нечто необъяснимое, а другие нет. Это видео было загружено в Reddit, и его автор пишет: «В моем доме уже давно происходят странности, а теперь еще мистика затронула мои рамки с фотографиями». Автор в процессе съемки говорит, что его дверь постоянно открывается. И когда он произносит это вслух, дверь в его комнату распахивается. После этого фотографии на стене начинают шататься. Парень, снимающий это все, думает, что это демоническое проявление. Но в комментариях предполагают, что если эта съемка реальная, то скорее всего это призрак или дух, и что это точно не демон. Многие комментаторы верят автору, что в его доме происходят такие вещи, и пишут, что искренне боятся за него. Если бы вы увидели подобное на собственной камере видеонаблюдения, то что бы вы подумали? По словам автора этого ролика, это видео было снято в его гостиной камерой, которая активируется и начинает снимать при наличии движения перед ней. И эта странная вспышка смогла включить камеру. Но совершенно не ясно, что это такое. Одни комментаторы предполагают, что это какой-то сбой. Другие уверены, что это нечто мистическое промелькнуло ночью перед камерой. Призрак или другая сущность, например. Еще один комментатор заметил, что эта вспышка появляется из ниоткуда, и это хорошо заметно при замедленной съемке. Также он добавляет, что давно работает с этим типом камер, и эта вспышка не похожа ни на одну ошибку, которую он когда-либо видел. Когда вы думаете, что справитесь со своими страхами, они иногда начинают съедать вас заживо. Как на этом видео, на котором пошло явно что-то не так. Эта девушка хорошо поет, и она решила записать себя на камеру, чтобы продемонстрировать свой талант. Но ваше внимание будет приковано к зеркалу на заднем плане, которое качается из стороны в сторону. В начале ролика видно, что около этой стены никого нет рядом, и что там пусто.
Пока девушка поет, раскачивание зеркала увеличивается, и из-за большой амплитуды в самом отражении начинают мелькать все предметы в помещении. Девушка начала понимать из-за звука раскачивания, что что-то не так. Она оборачивается на стену и кричит в ужасе. Затем убегает настолько быстро, как это возможно. Этих популярных исследователей паранормального пригласили расследовать дело, в котором местный бар в городе Маркливилл, штат Калифорния, по слухам, одержим призраками. Изначально это здание было построено в 1862 году, но с того времени оно претерпело множество изменений. Там в свое время был отель, затем бар, после ресторан. И даже в какой-то момент в этом здании была клиника, а затем и морг. Сейчас там снова бар. После всех этих изменений последующие хозяева и посетители начали замечать пугающие паранормальные вещи, которые происходят в этом месте. Говорят, что бутылки, стулья, а иногда даже столики начинают двигаться сами по себе. Многие видели пугающий черный силуэт женщины на каблуках, который расхаживал взад-вперед перед окнами на втором этаже. И некоторые даже замечали устрашающую прозрачную фигуру человека, стоящую за барной стойкой. Однажды пожилая женщина назначила встречу в этом баре старому знакомому и взяла с собой свою маленькую внучку. Но когда они поднялись вверх по лестнице и почти дошли до места встречи, ее внучка вдруг начала играть с кем-то невидимым, при этом смеясь и громко разговаривая. Позже девочка сказала, что это была ее новая подруга примерно ее возраста. Во время игры девочка произносила очень часто имя Софи. Ее бабушка сказала, что среди их родственников и знакомых не было никого с таким именем, и она понятия не имеет, откуда ребенок взял это имя. Исследователи паранормального Ник, Райан и Вайт остаются на ночь в этом баре, чтобы узнать, в каком месте больше всего проявляется паранормальная активность и проявляется ли вообще. Они решают оставить мячик на краю лестницы, чтобы узнать, существует ли призрак этой самой Софи, и если да, будет ли она двигать мячик или как-то взаимодействовать с ним. And a woman. Did anybody hear that step right there? I had heard it say left, and then I heard like a footstep right here. Literally right here. The ball! The ball! The ball! Thank you! It's going. Thank you! It's okay. It's okay. Literally right here. The ball! The ball! The ball! Thank you! It's going. Thank you! It's okay. It's okay. Если вы думаете, что мячик упал от какой-то вибрации или просто скатился, то посмотрите, что было дальше. Райан решил провести тест, чтобы убедиться, что мяч не просто скатился с лестницы. Потом они снова проводят еще один тест с мячом, чтобы убедиться уже наверняка, что это не просто совпадение. No movement. No. Use your energy. Kick that ball. Or you can talk. Ah! Sorry. Did you just see it go down? I watched it. I was watching it. It was slowly moving. Stop. В то время, когда парень просит выйти дух с ним на контакт и сдвинуть мяч, игрушка падает и катится вниз. Хотя до этого она даже не шевельнулась, пока Райан наступал рядом с ней на паркет и пытался сдвинуть, не прикасаясь к ней. Дальше команда собрала свое мужество и решила попытаться выйти на контакт с духами дальше с помощью сеанса ЭГФ. Ответы получились странные, но в этот момент одна из камер сняла жуткую вещь.
What are we doing here? What are we doing here? Фигура, похожая на мужскую, появилась и ушла вглубь помещения. Был ли это дух, которого видели многие посетители за стойкой бара, сказать сложно. Но эта фигура по-настоящему удивила команду исследователей. На сегодня вот и все. Я никого не убеждаю верить во все это, и каждый все решает для себя сам. До новых встреч!